За него Все, уже записывает. Не, платить ничего не надо. Я когда познакомился с этим человеком на выставке, он по видео там показывал Жорины голубей, там, то сюда, там, и ему сидели голуби другие. Вот я иду, говорю, ну это что Жорина, а это же не Жорина. А он так посмотрел на меня, так удивленно, говорит, да нет, это не Жорина, понимаешь? Мне очень приятно, что этот человек очень порядочный. Потому что мог он собрать, там, собрать все. И долго там нас не получалось выехать. Ну, жизнь такая, сегодня нас все ждет перестройка, там все остальное. Я должен вам сказать, что я выехал с некоторыми людьми, которые далекие от хорошего владельца. Но я получил большое удовольствие. Я заметил, что у человека есть не только Кузьмича голуби, есть другие, у него есть сравнение, у него есть работа, он работает над голубями. Вот, а вы сейчас про кого говорите? А? Про кого? Про него я говорю, про него. Еще раз, про него говорю. Теперь понятно. И, понимаете, у нас многие там, ну вот, там вот такое, там то такое. Это большущий труд. И старые голубиоды, я знаю старые голубиоды, они десятками лет формировали свою то же самое, значит, стерновки, блядь, это вот, значит, там были голуби, стерновки, голуби были красивенные голуби, все это Илюшка, понимаешь, там. То же самое Вебер. Вебер, он жил вообще там в селе, все остальное. Но у него формировались, он не покупал ничего, формировались голуби. Да, они были некрасивые формации, да, они были там некрасивые. Но там голуби были по полету, то, что мы любим. Мы хотим не власть. Если власть, мы, то мазь, мы можем пойти там декоративных делать, красных, как Харьков взял. И мы не должны в этом, значит, упрекать. Им нравится мазь, им нравится красота, длина, все остальное. Сливками ви вже отакі, блядь. Вот. И вот я хочу, повернись, блядь, на Алексеева и скажи еще раз ему, что давай мы, Юра, блядь, это вот соединимся и сделаем настоящую ассоциацию голубиодов Украины. Но они там Давайте, да, по теме. Вот, давайте по теме. Потому что у меня как раз есть вопросы. И вот этот человек показал мне голубей. Человек показал мне голубей, которые действительно в серпасте летают очень красиво. Мне подарили там, это не то, что я там говорю, что пару штук мне там подарили. И сегодня он подошел и говорит, мы как любители, мы сюда подходим, он такой, ну что у тебя там, что ты получила? Я говорю, да, мне получился голубь такой, он красивый. Потому что у нас много голубиоды, ранние голубиоды, которым даешь ты им, даешь ты им, чтобы они там работали, но чужим материалом они работают, они козырные. Вот если мне вложили деньги, вот мы с ним вложили деньги в это дело. И для нас, когда мы получаем что-то красивое, что-то, мы его ценим. А те, ну и есть, которые там, значит, много. Извините, вы не могли бы человека представить, потому что я тут как бы на камеру не сказали. Меня Сергей Виктор Александрович, город Ильичев. Когда ко мне приезжал, вы смотрели голубей, да, я постоянно, все время, когда держу, сколько я, вот сегодня мы на юбилее, я голубей Кузьмича уже держу 25 лет. Вы мне писали там на канале, я помню. Кузьмича немножко знаю больше. Когда мы с ним познакомились, ему было столько, сколько мне сейчас, 54 года. И мы с ним познакомились. Но я чуть-чуть позже начал держать его голубей. До этого держал простых, с так называемых, с традиционным стилем полета, как сейчас называют. Вот. И когда ко мне приезжают люди, говорят, вот смотри, голуби такие, чуть другие. Да, я регулярно, каждый год, и в каждом году я беру там пробы голубей, там пробы голубей, совершенно разных. Но по разным причинам, причинам они меня не устраивают, потому что они по итогу все равно голубям Кузьмича уступают.
уступает. Это по моим А в чем критериям, по им уступает? признакам. По устойчивости, по объему. Голубь должен в полете иметь определенный ореол, определенные очертания. То есть он должен быть полностью закрыт. Разные голуби есть серпастые. Есть с обрезанной паха нет, узкое крыло, как чайки. Да. Да, есть хвосты не такие, есть у них и хвосты, и пахи, там но они куча на месте не нюансов, да, стоят. куча. Масса нюансов. Но ты нюансы эти видишь тогда, когда голубь летит. Когда голубь не летает, ты их вообще Ну, не насколько я слышал про вас, вы как раз, ну, кто Да, гоняет постоянно. да. То есть, если ты голубей не гоняешь, даже ты можешь держать их всю жизнь, но ты их не знаешь. То, что ты держишь, ты не знаешь. То есть, когда ты гонишь голубей, они себя реализовывают, себя показывают, и ты тогда можешь сделать вывод в том, что ты держишь. Можешь отобрать правильно, можешь сформировать правильную стаю и все остальное. Но все познается в сравнении, потому что просто так взять одно и не зная другое, это немножко неправильно. Нужно всегда пробовать то, разное, и потом выбирать то, что, так сказать, по душе. Вот. Я не говорю о том, что эти голуби лучшие, может быть, для кого-то они будут не лучшим, у кого-то свой вкус. Но для моего вкуса, который сформировался в Приморском городе, где всегда ценилась устойчивая, красивая, объемная работа голубя в полете. Серпастых голубей у нас не было никогда. Держали в основном простых голубей. Но если вы посмотрите в интернете голубей Николая Пахоменко, посмотрите ролика, очень много. Вот. Саша Нестеренко, вот тоже там ролики есть. И других любителей наших, где ценился объемный, красивый полет. Неважно, серпастые там, то есть, ну это не серпастые. У меня голуби, вкус формировался на основании этого полета, нашего местного генического. То есть голубь должен быть устойчивый, как гвоздем к небу прибитый, как я уже писал, и объемный, с крыльями и все остальное, что все должно быть пропорционально. Вот так, такие голуби мы держим, к таким стремимся. И вот голуби Кузьмича для этого наиболее подходящие птицы. Ну, если говорить о голубях Кузьмича, то я очень долго Кузьмич не купил таких голубей и не приобрел таких голубей. Кузьмич вывел, потому что мы вот тут встречались с Васей, там есть его Сережа, покойный его брат, который, значит, Кузьмич, человек, который созидал. Вот тут было хорошо, а было много в этих серпастых голубях, были свои есть недостатки. Где-то сносит, где-то там тяжеловато, где-то там все остальное. И учитывая то, что есть, был ее там брат, там сегодня там и Не только брат, он много лет тренировал голубей на море, гонял их там, их шлифовал их тоже, отбирал по полету. Вот отсюда и пошло. И шел перебор. И то, что Витя сегодня тоже говорит, он правильно сказал, потому что я когда приехал, красиво было голубей много, и когда мы с ним беседовали, я говорю, это того. И он, потому что если ты остановишься на одном, оно бывает, некоторые сегодня говорят, да вот там я там выведу, там все подобное. Есть, вот я вам приведу пример такой, у меня мой покойный сегодня кум Лавренюк с Матвеевки. Вот у меня сидела пара мурых, я их выносил на базар по 10 гривен, даже 100 рублей. Никто даже не взял. Я принес, кинул там. Они там за углом, за дверями там вывели голубя. И они какие-то были не все, но они шли по очень хорошей породе. Понимаешь? Там красивая была мамка, то был папка красивый. Я там пытался что-то там сделать. И они вывели голубку, там красавица голубка была. И я когда Лавренюку привез голубя, тоже, так он сколько, лет 20, да, Лавренюк держал этих голубей, и оно шло. Поэтому нужно всегда, то, что вот он делает, это в любом, как в науке, как в нашем голубеводстве, мы должны, вот тут нравится, но оно надоедает. А вот это вот, мы добавили, смотрим, говорит, вот тут лучше что-то. Проходит время, говорит, Витя говорит, не, уже не то. Вот это надо добавить, понимаете? Вот это наше искусство.
Если мы... Весь процесс, Ну, это и весь есть процесс молодец, Филиппа да. заключается в том, весь процесс заключается в том, что голуби, я считаю, там, где их гоняют и отбирают по полету. Совершенно верно. Если да. по полету их не отбирать, вот правильно говорят, вот какие-то кремаки были, никто там на базаре не покупал, Да. вот кинул, а вывели. Но он бы и пропал, тот голубенок, если бы не стали гонять. Его стали гонять, он показал себя и все. Значит, 95-99% голубей рождаются, умирают, не реализовав себя. Совершенно верно. Они себя не Совершенно реализуют. верно. Вот. Вот А это- когда они себя реализуют в полете, для того, чтобы себя реализовать, нужно здоровье, нужно условия, нужно место, нужно содержание, нужно Финансы. желание владельца. Масса факторов, чтобы они себя реализовали. Потому что даже самый красивый голубь вывелся, ты не знаешь, что он самый красивый, никто не знает, и он не знает, я не знаю. У него перо сломано, он просидел Да, год, он все, уже, да, уже все, всё. и мы не знаем даже, что это был шедевр. И таких голубей тысячи. Нужно голубя реализовать свои возможности. Это нужно только тогда, если ты занимаешься постоянно гоном голубей, тренировкой, отбором не в голубятне, не по вот этим признакам, а по признакам в полете. Там, где есть тренировки, там, где есть полеты, там, где есть отбор, там всегда будет нормальная птица. Неважно, чьих кровей, это не важно уже. Потому что в любых кровях есть лучше голуби, есть хуже голуби, есть. Но главное, чтобы мы их знали, что эти голуби себя представляют. И еще я вам могу сказать, добавить, вы знаете, у нас тут культура наших голубей, и вот так же самое, если вы внимательно наблюдали по актерам, то актеры, которые проходили все наши там школы, и сегодня мы сегодня потеряли Украину, многие из актеров. Украина потеряла, потому что не занимается, как правильно сказал, это вот, что нужно вести какой-то отбор, все остальное. Реализовать себя. Реализовать И это ж себя. не только актеров. Взять там вообще, любую сферу, Не, ну любую область. да. мы говорим сегодня про актеров, потому что я тоже сегодня сижу, там, включаю, смотрю одни и те же самые актеры, там, играют, там, то. А вот нового что-то дали, нового, чтобы какое-то движение, конечно, нету в них. И то, что вот он делает большущее дело. Почему? Потому что многие мы расскажем, там, приедьте, я посмотрел голубей. Я посмотрел голубей, который голубь выложился, что-то сделал свое, понимаете. Там. И вот я стою, а мне же не нужно много. Я посмотрел, он там толкнулся. Вот. У нас есть тут дискуссии, тоже у нас там с нашим киевским коллегой, хороший парень, все остальное, понимаете. Но он, знаешь, вот когда ты вложишь деньги в это дело, тогда ты будешь ценить. А если ты не вложишь просто так, то никогда ты не будешь. Я же неправда говорю. Тут даже не в деньгах дело, дело в цели. Не в этом дело. Не в этом дело. У нас- Дело в цели, которая поставит перед собой Вот человек. правильно, любая цель сегодня требует вложения финансов. Если человек хочет, то даже без денег. Здесь вложение труда, вложение терпения, вложение, так сказать, усидчивости в это дело и достижение своих целей гораздо важнее, чем деньги. Гораздо важнее. Можно без денег получить хорошую птицу. Можно всю жизнь покупать и ничего не иметь. Ничего. Да. Я- Вот это Вот это вот. хорошие слова, золотые слова. Можно всю жизнь Я с тобой покупать и ничего не могу иметь. не да. согласиться, потому что столько, сколько у меня осталось 2 шестерки в Николаеве, понимаешь, и много еще там, понимаешь, там это вот сколько денег я возил, и вот когда я брал, когда я их отбирал, крутил, все остальное, оно получалось. Ну, почему? Потому что каждый любитель, он вложил, покормил их, заплатил деньги, особенно в советское время, то тяжелое время, которое, оно все считалось любые копейки. Поэтому не нужно говорить, что мы там что-то там это. И он вкладывает. У него, он большущие деньги, он
стесняется, но он вкладывает большущие деньги. У него люди работают, у него корм прекраснейший, у него помещения, которые надо чистить и все остальное. Нет, это другое. Нет, Да, но это все здоровье наших голубей. И чем мы к ним, вот я посмотрел за кордоном, у них голубь нету, как у нас мы чистим. У них там, туда они заплатили деньги, она упала туда-сюда, там убрали и все остальное, понимаешь, там. У нас еще много есть вопросов, которые мы должны решить, поехать, опять же, в новую Европу, как говорят, там, что она плохая, поехать на выставки, и я тебе тоже, Виталий, тебе говорю, что давай съездим, посмотрим. И по-другому мы будем все по-другому относиться к этим вопросам. И у нас мы теряем величайшие кадры или величайшую породу голубей из-за того, что у нас нету санитарной, ветеринарной службы, которая бы смотрела, обслуживала. Мы выводим, а потом теряем, блядь, стоим. Я стою, я другой плачу. Я плачу не от денег, я плачу, потому что оно меня удовлетворяло. Мне уже нихуя ничего не нужно, извините. Ничего не нужно, понимаете. Ну я получал всегда, даже оно подхватилось, перелетает, я получал удовольствие. У меня были стрессы в работе, во всех, понимаете, там это все. Но я когда проходил голубями, я садился, я получал удовлетворение, я расслаблялся. И многие нас называют голубятниками. Мы не голубятники, мы голубеводы. Мы голубеводы, в которые вкладываем массу денег, все остальное, для того, чтобы мы сели и получили чуть-чуть удовольствия. Здесь Филиппович правильно сказал за голубеводство, мы голубеводы, но я считаю, что голубеводы по своей натуре и по своему содержанию делятся на несколько категорий разные. Есть голубеводы, это селекционеры, а есть голубеводы коллекционеры. Коллекционер старается купить хорошего голубя, а селекционер старается вывести хорошего голубя. Да. Среди выворотных голубей, я не знаю, как среди других голубей. Но мы селекционеры. Да. И ты селекционер. Поэтому... Только селекция придет к тому, что будет хорошая птица. Хорошую птицу невозможно купить. Невозможно. Хорошего летуна невозможно купить. У меня ни за какие любую деньги. сумму денег дают, я не отдам своего любимого. Да, но дело в том, что даже если вашего любимого голубя купят за любые деньги, якобы, Да. вот, они не смогут ему Не дать получат толку. то, что Они не оно. получат то. Потому что голубь всегда показывает только у себя дома. Серпасто-воротный. В гостях он ничего не покажет. Его через год, через два затопчут, скажут, давно купил. Да. Да. Потому что... А есть дома, только в своих условиях, в своей голубятне он может дать. А если человек приобрел голубей где-то или взял голубей где-то, он должен приложить такие же усилия, как и мы, для того, чтобы с этих голубей получить достойного молодого голубя, воспитать его, и чтобы он поднялся и порадовал. Вот это вот самый главный результат. Витя, еще мы вот всегда недооценим то, что если голубь меняет свое место пребывания, нам кажется, да, это херня. Там мы забрали там все остальное. Но когда он жил в одном направлении, а его тут заставили жить в другом направлении, он тоже получает стресс и порой теряет. Живой пример последних голубедром в Очакове. Все прекрасно знают. Собралась масса птиц, красивые, летные голуби, ну, николаевские, традиционным стилем. Они поднялись по хорошей погоде и дома не сели. Да, там сейчас все отчаиваются, да, горе, да, беда, да, все. Но они не улетели из дому. Этот голубедром, это не был их домом. Они там не вывелись. Они не готовы. Да, и они не готовы были к тому, чтобы побороться с погодой, чтобы прилететь домой. Они не настроены были на это. И также любой голубь, приобретенный в чужом месте, он то же самое, он не будет проявлять все, что он может для того, чтобы показаться дома. Он выводит голубей. Он селекционирует голубями. Вот я привел пример с самого начала. У нас дискуссии, у нас много было дискуссий с ним. Понимаете, то, что сегодня у него, он ведет, мне очень понравилось. Я приехал, посмотрел, он ведет селекцию. Мы все рассказываем, у Толика лучше, у того Пети лучше, у того еще лучше.
А он взял сам этих людей и селекционирует, и смотрит. Соединил с одними, с другими, посмотрел. И тогда, когда он получил то, что ему нравится, то, что оно отвечает всем стандартам, вот тогда он получает удовлетворение. А так, знаете, нас... Купил, там взял у кого-то, погнал, не полетели. Это лишь Это совсем не то. Все, спасибо.